Самый сильнейший из снегопадов в истории. Сильный снегопад способен парализовать даже самый крупный город за считанные часы. Дороги заметает снегом, люди не могут попасть на работу или домой, продукты не могут доставить в магазины, линии электропередач выходят из строя под тяжестью налипшего снега. Где-то коммунальные службы работают лучше, где-то не справляются, но факт остается фактом. Несмотря на технологический прогресс, человечество все еще слишком уязвимо перед ударами стихии. На Аляске зарегистрирован самый сильный снегопад в мире в 2017 году. В американском штате Аляска зарегистрирован абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега за все время наблюдений в мире. В районе перевала Томпсона выпало 87 дюймов снега, более 2 метров. В течение 1 часа снежного шторма метеостанция зарегистрировала 10 дюймов осадков, то есть около 1,7 дюйма, 4 сантиметра, каждые 10 минут. Сильный снегопад привел к сходу лавин, на время отрезавших от остальной части штата город Вальдес с населением около 4000 человек. Перевал Томпсона, расположенный на высоте 2,678 футов над уровнем моря, является самым снежным районом Америки. Здесь его ежегодно выпадает от 600 до 900 дюймов. Ледяной коллапс в Приморье. Во Владивостоке и других населенных пунктах Приморского края из-за ледяного дождя сложилась критическая ситуация. Обесточены больницы, частично остановлен транспорт, многие остались без воды и тепла. Такое происходит впервые за 30 лет. Власти объявили режим ЧС. Циклон обрушился на Приморский край в ночь на четверг. Начался ледяной дождь и снегопад, поднялся сильный ветер. Во Владивостоке с ночи 18 ноября по ночь 20 ноября выпало 143% месячной нормы осадков. В Находке – 223% месячной нормы, а в Харольском районе – и вовсе 297%. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно большую толщину обледенения проводов и деревьев, до 12 мм. Такого в Приморье не наблюдалось в течение последних 30 лет. Из-за этого происходят обрывы линий электропередачи и отключение света. Деревья падают на дороги и перекрывают движение. Ситуацию ухудшает сильный штормовой ветер, который все ломает. Без света остались около 169 тысяч человек. В одном из крупных районов Владивостока рухнул ледяной коллапс в Приморье, и он весь остается без света, наблюдаются перебои и в других районах города. В Канаде выпал самый большой снегопад за 20 лет. В начале 2020 года в январе в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 76 сантиметров 2 мм снега. В восточных городах Канады объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего за последние 20 лет снегопада. Из-за снежного шторма десятки тысяч домов на острове Ньюфаундленд были заблокированы, дороги перекрыты, машины завалены снегом. Тысячи жителей остались без электричества. Федеральная власть обещает направить в завален снегом Ньюфаундленд и Лабрадор помощь. Председатель провинции просит подключить к сбору военных. В международном аэропорту города Сент-Джонс зафиксирован рекордный уровень снега. Во время метели скорость ветра вблизи него составляла от 120 до 157 км в час. Аэропорт закрыт, как и большинство предприятий. Австрийский курорт Хохкар эвакуировал тысячи людей из-за сильных снегопадов в регионе. Обильные снегопады парализовали обширные области австрийских и баварских Альп, когда более 2000 людей оказались оторванными от мира и запертыми на горнолыжных курортах и в маленьких деревеньках. Австрийский курорт Хохкар был полностью эвакуирован в связи с опасностью схода лавин. Мы должны спустить с гор каждого, гостей и работников. Насколько я знаю, такого никогда не случалось за всю историю курорта Хохкар. Но в данный момент мы не можем обеспечить медицинское обслуживание, сказал управляющий курорта Фридрих Фарнбергер. Уровень лавинной опасности находится на 4-м уровне на большей части австрийских и баварских Альп после того, как за сутки выпал почти метр снега. Более 2000 человек находятся в снежном плену в Австрии и более 4000 хозяйств лишены электричества. Австрии достались самые мощные снегопады, в некоторых регионах выпало до 2 метров снега.
В этом году в США в штатах Висконсин и Канзас произошли ДТП на автодорогах, причиной которых стали снегопад и гололедица. В штате Висконсин автомобиль, потерявший управление, врезался в дерево на обочине дороги. Отмечается, что в момент автопроисшествия дорога была очень скользкой и покрыта снегом. Власти штатов, находящихся в центре и на северо-востоке США, настоятельно рекомендуют гражданам воздерживаться от поездок на личном автотранспорте. Губернатор Нью-Йорка ввел временный запрет на вождение автофургонов с прицепами и автобусов на большей части дорог штата. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвании введен режим чрезвычайной ситуации. Вся имеющаяся в наличии спецтехника брошена на расчистку дорог. В 2014 году в США сильные снегопады обрушились на штат Нью-Йорк. Снежная буря в штате Нью-Йорк полностью парализовала дорожное движение и жизнедеятельность всего общества. В некоторых местах высота сугробов достигала 2 метров. Обильные снегопады парализовали автомобильное движение в городе Буффало. По данным полиции, в сугробах застряло около 150 машин. Сотрудники полиции предпринимали срочные меры для эвакуации водителей, застрявших в транспортных средствах. В 2016 году выпали сильные снегопады в Грузии. Из-за сильнейших снегопадов водители более 150 грузовых автомашин, направляющихся из Грузии в Россию, застряли на дороге. Температура воздуха опустилась уже до 17 градусов мороза. Такого обильного снега, обрушившегося в последние дни на запад Грузии, не было за последние 20 лет. Повреждены сотни частных жилых домов. Высота снежного покрова в ряде населенных пунктов на западе Грузии достигает 80 сантиметров, в горных районах на западе и востоке – около 1,5 метров. Выпадение снега сопровождается сильными по местным меркам морозами до минус 25 градусов.